Всем привет! Уже достаточно давно, а именно 28 декабря 2021 года, компания Xiaomi провела долгожданную масштабную презентацию, которая прошла в Китае. Мы получили сразу три модели серии: Xiaomi 12, 12X, а также 12 Pro. Еще нам предложили новую версию фирменной оболочки MIUI 13 для смартфонов и планшетов. На международный рынок смартфоны вышли только на этой неделе 2022 года. Также в сети появились данные о том, что в скором времени мы получим еще несколько моделей. Первый смартфон получит название Xiaomi 12 Lite. Второй, самый топовый, выпустят под названием Xiaomi 12 Ultra. Он должен поступить в продажу до конца текущей весны. Но когда именно нам ждать топовый флагман от компании Xiaomi? А ждать осталось недолго. Дело в том, что по имеющимся данным смартфон официально будет анонсирован для китайского рынка уже в мае, а через некоторое время он появится на глобальном рынке. Как я говорил ранее, по такому же сценарию были выпущены три других смартфона в серии Xiaomi 12. Стоит отметить, что уже сейчас известны практически все его технические характеристики. Итак, основные фишки Xiaomi 12 Ultra — это мощный процессор от компании Qualcomm, основная камера, которую настроили специалисты Leica, отличный OLED-дисплей производства компании Samsung, аккумуляторная батарея на 4900 мАч, поддержка 120-ваттной быстрой зарядки и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор из 90-х. Поехали! Ну что же, я напоминаю, что я на данный момент перехожу полностью с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики регулярно, и там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Конечно же, потому что YouTube уже не платит нам. То есть вы должны понимать, что другого выхода у меня нет. Xiaomi 12 Ultra получит OLED-дисплей разрешением 2К. Им будет заниматься компания Samsung. Он будет с отверстием для селфи-камеры в центральной части экрана. То есть, как и у всех конкурентов. Поддержка частоты обновления изображения составит 120 Гц. Суть технологии состоит в том, что каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. Большой размер пикселя позволяет получить гораздо более высокое разрешение, плотность пикселя и, следовательно, качество изображения. Теперь о самом главном. Это, конечно же, процессор. Разные источники называют Snapdragon 8 Gen 1 Plus и Snapdragon 8 Gen 2. Но, скорее всего, мы получим первый вариант. В отличие от предшественника, он получил 4-нанометровый процесс TSMC. Чипмейкер очень надеется смыть дурную славу производителя горячих чипов. Как и говорилось ранее, компания Xiaomi объединила усилия с компанией Leica для разработки системы камер нового телефона. Поэтому после релиза он должен возглавить, конечно же, знаменитый рейтинг DxOMark. Напоминаю, 20 октября 2020 года DxOMark запустил 4-ю версию протокола тестирования, по которой камера смартфона оценивается экспертами по 3 параметрам. По предварительным данным, Xiaomi 12 Ultra должен получить 3 модуля, включая широкоугольную основную камеру, сверхширокоугольную и перископную камеру. По конфигурации это точно такой же набор, как в смартфоне Xiaomi Mi 11 Ultra, но очевидно, Xiaomi 12 Ultra должен получить различные аппаратные и программные изменения для улучшения фотовозможностей. Телефон получит аккумулятор емкостью 4900 мАч. Он будет поддерживать 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Остановимся на 3 факторах, которые раскрывают суть сложности решения. Первый фактор. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании сразу 2 аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла, то есть 2 аккумуляторные батареи в одном смартфоне. Второй фактор. Поддержка зарядки мощностью 120 Вт требует применения дорогостоящих компонентов во всей цепочке. Системная плата, аккумулятор, кабель, зарядное устройство и так далее. То есть действительно это все стоит денег. Третий фактор. Дефицит комплектующих. Топ-менеджер Xiaomi говорит, что на рынке нет
контроллеров зарядки. Причем их не купить, даже если заплатить чуть-чуть больше. Также стоит отметить, что гаджет получил качественные стереодинамики. По внешнему виду интриг нет. По имеющимся изображениям мы полностью знаем, как именно будет выглядеть Xiaomi 12 Ultra. На изображении видно, что основной блок камер станет круглым, а не прямоугольным, прям в духе компании Huawei, например, Huawei Mate 20. Как мы можем заметить, гаджет потерял знаменитый запасной сенсорный экран возле основной камеры, который мог работать в режиме экономии заряда несколько дней. Эта фишка, безусловно, полюбилась пользователям, хоть ее и критиковали за ограниченные возможности. В компании решили, что данный эксперимент не такой уж успешный, убрав его из новой модели. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Xiaomi с каждым годом выпускает все лучше и лучше свои смартфоны. Но, на мой взгляд, самое важное, что сейчас может быть, это сколько будет стоить вот этот самый топовый смартфон от компании Xiaomi, а именно Xiaomi 12 Ultra. Почему это очень важно? Потому что сейчас, как вы знаете, большой-большой кризис. И у людей не будут деньги просто лежать. Им нужно покупать еду и так далее. Так вот, на мой взгляд, данный смартфон будет стоить, минимум $1100. Почему? Потому что тут мы получим очень много интересных решений. Это и топовый процессор, это и основная камера с поддержкой Leica, это и очень крутой экран AMOLED 2K. То есть, действительно, данный смартфон будет самым лучшим на 2022 год. По поводу DxOMark скажу сразу, я не думаю, что прям он сразу ворвется в топ, данный гаджет. На мой взгляд, все произойдет постепенно. Почему? Потому что с каждым обновлением компания Xiaomi улучшает свои гаджеты, свои флагманы, потому что он все-таки выйдет сырой на начальном этапе, но в топ-5 он точно войдет, вот 100%. По поводу первого места, сразу скажу, что такое маловероятно. Ну а так, смартфон, как вы видите, выглядит как гаджеты от компании Huawei. Да, у меня был недавно Huawei Mate 20, вернее у моей жены, и он выглядел, практически так же, как Xiaomi 12 Ultra. Это не новое решение, которое вы можете найти сейчас на рынке. Это придумала первая компания Huawei. Вот такие дела. А 120-ваттная быстрая зарядка — это действительно очень и очень круто. Например, у меня жена недавно купила Honor 50, и он заряжается практически за 30-40 минут с 0 до 100. Это очень крутой результат. То есть вам не нужно думать, что у вас сел аккумулятор на батарею, что вы поставите телефон и он будет заряжаться 2 часа. Нет, пожалуйста, 30 минут и телефон полностью зарядился, что является большим плюсом. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.